Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Таро прогноз на декаду, на 10 дней с 10 по 20 июля. Давайте узнаем, что прояснится, что уйдет, а что придет взамен. И планетарные транзиты, они могут для нас складывать такой сюжет, который отчасти может быть связан с персонажами какими-то или с вашими задумками по делам, по работе, по достижениям, о чем вы думали прежде. С одной стороны, мы можем подводить итоги, от чего-то сами отказываться или передумать, как будто, да. Но и по какой-то затянувшейся истории здесь тоже могут быть альтернативные варианты. Словом, давайте узнаем, что же прояснится. А я вас хочу пригласить на свой сайт. У меня есть астрологический прогноз. Перейдите, я оставлю ссылку в описании под видео. Прочитайте, я думаю, подсказок будет больше. И у нас вторая колода, 78 дверей. Мы достанем 3 карты. Знаки судьбы. Куда нам нужно пойти или чем нам нужно заниматься? Какие двери открыты или закрыты? Какие ключи нам нужно подобрать? А может быть, мы и сами куда-то не пойдем. И так вот тоже может быть. Итак, что же для вас прояснится в эту декаду? Неожиданности. Куда без них? Что уйдет? Может быть, это просто интерес какой-то уйдет. Или вы завершите решение какого-то вопроса, который тянулся какое-то время. Поставите точку, и он уйдет. Ну, может быть, это какая-то другая тема. А что придет взамен? Карта сила. Мои дорогие девочки, раз перевернулась. Карта силы нам будет говорить о том, что вы сейчас можете находиться в центре внимания. Но и для вас этот период, этой декады очень ресурсный. С другой стороны, это вы, как магнит, можете притягивать внимание противоположного пола. Но все же это карта дипломатии для всех, мои дорогие рыбы и рыбки. Когда дипломатия буквально помогает, дверь закрыта, открыть нужно. Но страж двери – лев. Лев иногда прообраз нашего эго, когда мы не хотим ни с кем договариваться. Но может быть какая-то ситуация, когда есть с вашей позиции какое-то несогласие. Или вы в каком-то вопросе не хотите примириться, может быть и так. Или видите по-своему. Ну, значит, нужно обойти какие-то острые углы и себе не навредить, чтобы в конечном итоге важна именно цель, которую вы достигаете, чтобы вот эта дверь открылась. Может быть, и есть какое-то дело, которым, не очень хочется заниматься, а тем не менее оно перспективное. Правильно распределить силы, я бы сказала, или понимать, что для вас служит, или какое дело, оно будет как бы прогрессом и перспективой, а что является дорога в никуда. Ну, давайте 3 карты я достану, как знаки судьбы, и это у нас первый знак судьбы. Может быть, сфера жизни или информация, чему нужно уделить внимание. И третий знак судьбы. Достанем карту совет, которую откроем в самом конце. И давайте узнавать, что же тут для вас прояснится. Ну вот 4 пентаклей. С одной стороны, это какая-то пауза. Для кого-то из вас это время, когда нужно быть более прижимистым и аккуратным с деньгами. Буквально считать. Это карта жадины. И что прояснится? Какая-то ситуация по деньгам у вас может проясниться. Может быть, это связано с конкретным человеком. У кого-то откуда к вам приходят деньги или на что вы можете рассчитывать. Но эта декада все-таки требует от вас внимания и больше сохранения, нежели каких-то финансовых трат. Может быть, и хочется, так вот гульнуть, да, или расправить крылья. Но эта карта говорит, да нет, тут мы так аккуратно как-то действуем. По части финансов, то это точно. Может быть, вы что-то и изучать будете. Но самое главное, свою стабильность нужно сохранять. Вот как этот человек присел на сундучок, так весом придавил на всякий случай. Ну, мало ли что. Но, по крайней мере, если приходят в нашу жизнь какие-то траты, может быть, и крупные, для вас, видимо, время очень хорошо все просчитать. Давайте узнаем. Неожиданность. Рыцарь жезлов. А в неожиданностях сами по себе неожиданности. И рыцарь жезлов к ним готов. Может быть, и ваша готовность к тому, что жизнь меняется. Где-то вы можете, а вы люди интуитивные, чувствуют, что мир меняется.
Как и законы могут меняться. И, кстати, по этой карте мы можем отправляться в разного рода инстанции, учреждения, согласовывать некоторые важные документы, бумаги, договариваться с кем-то, может быть, и по части работы, потому что жезлы, дела, работа, бизнес. Или откуда к нам приходят финансы, да, каким образом мы зарабатываем деньги. То есть вот это все будет как две карты об одном и том же. Но, может быть, и вы куда-то не собирались ехать, вот, кстати, да, что прояснится. Или вы раздумывали точнее, а нужно мне этим заниматься или нет, поеду я туда или нет. А здесь как-то так в неожиданностях могут сложиться обстоятельства, что ехать надо. Вот как в анекдоте. Я не знаю, вы о чем, но ехать надо. И не теряй время. Почему? Потому что по рыцарю жезлов всегда идет эта карта скорости. Мы не должны что-то отложить на завтра, потому что возможность есть сегодня. А отложили на завтра и время упустили. И это в неожиданностях вам такая подсказка. Но к неожиданностям вообще, в принципе, что это? Это могут быть как смена каких-то обстоятельств вокруг вас, смена самих по себе людей вокруг вас или в вашем окружении. Может быть, на работе смена начальства. Ну, самые разные направления. И будьте готовы к тому, чтобы где-то не удивляться, а задавать себе вопрос, что-то прояснять, а нужно ли мне этим заниматься, и как я могу с этим правильно взаимодействовать. По сути дела, это те возможности, которых мы не ждали, но их мы нужно еще увидеть, потому что они приходят, мои дорогие рыбы и рыбки, именно как неожиданности. Что идет? Ну, явно есть какой-то четверка жезлов, праздник. То есть или какой-то документ вы подпишете, или согласие какое-то. Но праздник все-таки есть. Тут две четверки. Есть от чего оттолкнуться. Но это временно, вот этот праздник после победы, четверка жезлов. А потом, видимо, как какая-то новая стезя. Может быть, это даже вы, к примеру, я банально, вы хотели получить какую-то должность. Вот если мы даже по работе говорим, потому что у нас жезлы и пентакли. Или вы хотели разобраться по какому-то вопросу, связанному с работой, и вы вроде бы достигаете уже желаемого. Но это один этап вашей жизни закончен, и нам говорят, это уходит. Вот как праздник, ты уже в каком-то вопросе победил, добился или добилась, но теперь не застревайте в этих энергиях. Теперь тебе нужно быстро как-то сориентироваться на будущее. Может быть, что-то придется изучать. Или изучать буквально, как работают какие-то системы, может быть. Или как, ну, даже если мы говорим про должность, какая мера ответственности, чем вы будете заниматься. Или с кем вам придется взаимодействовать, с какими людьми. Некоторая перестройка в последующем, она уже практически на кону. Но в эту декаду вы можете прочувствовать вот этот праздник, или что у вас что-то хорошее именно получилось. Но и далее все-таки зри в корень и будь восприимчив как и к тому, что ты слышишь, к тому, что ты видишь. Вы можете оказаться как в новой какой-то ситуации, которая не требует старых шаблонов. Если мы настроены поступать как прежде, то нет, тут вряд ли это нам поможет. Нам приходится перестраиваться вот именно в сторону любых неожиданностей. Что придет взамен? Да, в сторону неожиданностей. И к вам дальше через неожиданности приходят возможности. Ваша решимость будет важна. Или решение сначала какое-то, потом решимость и сразу первый шаг и активные действия. Посмотрите, туз жезлов – это сами по себе возможности. Это какой-то, ну, может быть, даже и реванш. Или ваше какое-то однозначное решение, которое вы будете принимать. Я больше вижу тут, хотя у кого-то это будет связано и с личной жизнью, но, к примеру, личная жизнь и вопросы, которые перемежаются вот в решениях, одновременно затрагивая область чувств и, может быть, вопросы работы или вопросы финансов. Здесь все может перемежаться или словно складываться в какой-то узор. Этот узор поначалу может выглядеть как путаница, кстати, вполне вероятно. Значит, вам эту путаницу, паутину нужно как-то разобраться в ней. Или все расставить по местам. Вот, скорее всего, вам придется это делать. Может быть, и менять свой собственный график работы. Может быть, и, в принципе, много каких-то перемещений, командировок, как по работе. Я такое тоже допускаю. Но для вас это уже
новая точка отсчета. Ведь туз жезлов, отчасти он делит нашу жизнь на период до и после. Но это все то, о чем я говорила предыдущие 3 карты. Знаки судьбы. Первая карта. Король мечей. Будьте очень рациональны. Будьте рациональны настолько, вот всегда, когда выпадает эта карта, холодная голова вам буквально помогает. Может быть, и вы должны где-то понимать, как в отношении вас работает закон. У кого-то это могут быть высокие чиновники или руководители высокого ранга. Да, эта карта еще обозначает людей в форме, людей, работающих с металлом. И форма, она у нас самая разная. Есть у нас и работники таможни, есть у нас и военные, да, полиция, мы будем говорить, врачи, вот нам конкретно врач показан. Но это все те люди, которые работают именно в пределах своих должностных обязанностей, инструкций, хоть чиновники, хоть врачи, хоть все остальные. Вот они призваны от и до, да, вот есть какая-то дистанция. Они от начала до конца, вот они отвечают как и за свои действия или за свои какие-то решения, если чиновники, где он там ставит подпись или какую-то печать, да, соглашения какие-то. То есть рационализм, он все-таки присутствует. И, может быть, кто-то из вас будет уделять внимание собственному здоровью, пройдет обследование. Чтобы о себе не додумывать что-то, тогда карта буквально говорит, ты тут не додумывай, иди к врачу. Это правда. Только врач может оценить объективно ваше самочувствие, состояние здоровья, назначить необходимые дополнительные методы обследования. И вот все в комплексе это рассмотреть и уже тогда понимать, какое лечение вообще назначать и нужно ли оно. Может быть, какой-то здоровый образ жизни иногда ведь это очень кардинально меняет. Или какие-то витамины, оздоровительные процедуры. Да, мы тут можем сесть вот так на сундучок и тоже где-то тут такого надумать. А истина, она все равно будет где-то рядом. Поэтому рационализм в самых разных вопросах. Это вам как знаки судьбы или холодная голова. Вам, может быть, и дает возможность разобраться вот с этими неожиданностями, рассмотреть альтернативный вариант или найти недостающую информацию, к примеру, у юриста, у адвоката. Прояснить какой-то вопрос, как дела обстоят на самом деле. И дверей нет закрытых. Все зависит от вашего правильного взаимодействия. У нас двое. Второй знак судьбы. Удивительно, 2 рыцаря жезлов. Опять же, будь готов к неожиданностям. И все то, что я говорила по рыцарю жезлов, словно жизнь ваша меняется. В течение одной декады одна какая-то история завершается, и словно начинается другая. Ну, я вот попыталась объяснить на примере новой должности. А у кого-то это будет, пусть даже через личную жизнь, как один жизненный этап, он уже пройден. Или уже в каком-то вопросе победу вы достигаете. Но это не значит, что мы можем расслабиться. А тут нужно еще раз собраться. И неожиданности продолжат следование или присутствие в вашей жизни. И туз жезлов нам тоже ведь об этом сказал, что придет взамен. И мы это с вами прояснили. Поэтому будьте готовы к неожиданностям. Дверей закрытых нет. Но по части информации нам карта говорит, словно рыцарь едет мимо, да? Наверное, это либо, может быть, какой-то заброшенный храм или крепость. И вот в приоткрытые врата вылетают птицы. Птицы про образ информации. Перепроверяйте все то, что вам говорят. Может быть, один человек наводит тень на плетень и видит вопрос как-то по-своему. И, может быть, он и не задумал никакой хитрый план, но он так видит. Но это не значит, что это правда. Вам придется фильтровать все то, что вы слышите, все то, что вы видите. И вполне вероятно, что истина будет где-то рядом. Но где-то быть сосредоточенному, мои дорогие рыбы и рыбки. Это вот, знаете, очень важно быть осознанным. Не делать что-то на автоматизме. Вот это вам как карта совета и одновременно знак судьбы. Потому что на автоматизме, с одной стороны, самые банальные какие-то вещи мы делаем на автоматизме. Мы так привыкаем, мы даже не замечаем. Но, видимо, в этом тоже есть какой-то подвох. Для вас важна осознанность. Если вы идете куда-то, понимать, куда вы буквально вступаете, чтобы не оступиться. Когда вы заняты каким-то конкретным делом, то тоже его не делать на автоматизме, потому что, ну, как-то может все пойти не так. Будьте внимательны в эту декаду. Знак судьбы 3.
возможность заработков, возможность решить, может быть, и финансовую какую-то историю, возможность для себя больше конкретики внести в вашу жизнь. Ведь король Пентаклей – это человек более чем конкретный. Опять же, он практик. Практика – критерий истины. Мы можем думать о многом, но есть, видимо, начиная с четверки Пентаклей, какая-то тема, которая напрямую зависит от того, чем вы будете заниматься. Какой эквивалент, может быть, по части финансов вы получите. Здесь важно что-то еще и просчитать. Буквально приоткрывает свой сейф и считает. Вот, может быть, и считать, но и быть внимательным к деньгам. Не транжирить что-то, даже если очень захочется. Все-таки вверху четверка жезлов – это праздник. Всегда хочется. Ну, так вот немножко расслабиться. Но, пожалуй, нет. Не назовешь короля Пентаклей каким-то идейным вдохновителем, а у него вообще с вдохновением сложновато. Зато все то, что касается практики, очень стабильно. Может быть, это у вас будет конкретный человек, который вам где-то помогает. По королю Пентаклей идут люди, если мы говорим об астрологии, это у нас Телец, Дева, Козерог, или, может быть, просто человек в этих энергиях, или тот человек, который вам все время помогал прежде. Ну, это правда, иногда проходят даже наши близкие, супруги, например, тоже есть такое значение. Или по этой карте может проходить как руководитель какого-то проекта, или человек, который имеет асцендент вот в одном из знаков, или даже по Луне, но вот в этих энергиях он находится, в таких надежных. Вы не одни, это факт. Но нас же нигде не сопровождают, правда? Поэтому одно дело поддержка, но две карты рыцарь жезлов говорят, да ты и сам не плашай. Карта совет, на кону императрица. У кого-то действительно и вопросы личной жизни, и вопросы заработков, и вопросы развития творчества, личного дела, или каким образом к вам будут приходить эти заработки. Вот что-то подобное вы можете решать. И здесь все сплетено воедино. Очень важно, карта императрица – это статусная карта. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, это может быть вопрос, для кого это актуально по возрасту и по поставленным целям. Я жду ребенка. Или само по себе материнство, да, когда нужно уделять внимание больше самой себе. Может быть, вы дома что-то обустраиваете, но еще тогда и карта говорит, будь внимательна, вот, особенно в эту декаду, и к себе, и к собственному самочувствию. Но эта карта может говорить о статусе, в принципе, и через работу, почему нет? Императрица плодовита не только буквально, а на какие-то идеи, мои дорогие, которые есть, может быть, у вас. Но нужно подумать, каким образом это переложить на реальные жизненные рельсы. Как сделать свою мечту, сказку былью. И у императрицы это получается. Но для всех вам такой совет. Надейся на себя самого. Или на саму себя. Вот это будет очень важно. Значит, если мы куда-то попадаем в какую-то ситуацию, то есть человек даже, да, который вам всегда помогал. Но тут эти ситуации бывают разные. Мы как будто вошли в эту ситуацию, ну так нам придется из нее и выходить. То есть те вопросы, которые зависят только от вас и от вашего решения. Вот, по крайней мере, в эту декаду. Но сама по себе карта благополучия. У вас возможности от начала до конца. И это может быть связано и со сменой статуса, и как и через работу, подытожу, да, так и через личную жизнь. Мы все разные. Так и возможности, вполне вероятно, которые будут касаться или связаны с чем-то новым, изучением или расширением собственных возможностей. Мои дорогие, не упустите эту прекрасную декаду. Увидеть нужно, да, может быть, в неожиданностях эти возможности, и дать им зеленый свет или правильно с чем-то или с кем-то провзаимодействовать. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки. Я благодарю вас за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы и любимы всегда.